If an offender loses the mercy of the name, даже оскорбитель теряет милость Святого Имени. it's like a servant who's offensive to his very wealthy master. Это подобно слуге, который оскорбителен по отношению к очень богатому господину. He doesn't get proper care. Он не особо заботится о нем. His master doesn't treat him nicely. И тогда его учитель не очень сильно тренирует его. And then he comes to suffer poverty. И он начинает терять могущество. So the only person who can help that servant is the master. Единственный человек, который может помочь такому слуге, это его учитель. So if the servant again surrenders to the master, но если слуга не хочет передаваться своему учителю, then the master will show mercy. Если он еще раз предаст. Но если он еще раз предастся, тогда учитель прольет на него милость. And then the sufferings are removed bit by bit. И тогда страдания уйдут кусочки за кусочками. But still, he'll have to suffer. Но тем не менее, он будет еще немножко страдать. Just like in the Bible, there's a story of the prodigal son. И в Библии есть одна история о сыне, заблудшем сыне. One man had two sons. У одного мужчины было двое. So one son was very pious. Один сын был очень благочестивый, and the other one was not very pious. а другой был наоборот. So one day he came to his father and he said, I know that I'm going to get a lot of money when you die. К отцу, и он сказал, что я знаю, когда ты умрешь, я получу твои деньги. But so I want you to give me that money now. Я хочу, чтобы ты мне сейчас отдал эти деньги. So he went off with the money and he spent it. Он хотел взять и потратить эти деньги. He went off with the money and then he spent it all, lost it all. Он взял эти деньги и потратил их. And then after some time he'd lost all the money. Через какое-то время у него не осталось никаких денег. And he was to maintain himself, he was looking after pigs. И чтобы поддерживать себя как-то, ему пришлось следить за свиньями. And he was eating the pig food. И он ел то, что предназначалось свиньям. One day he thought, he said, even the servants at home, they're living better than I am. И в один из дней он подумал, даже слуги в моем доме живут лучше, чем я сейчас. I'll go back to my father. Я, наверное, вернусь обратно к отцу. So he returned to his father. Он вернулся к отцу. And his father saw him coming a long way away. И он увидел, что отец его заметил издалека. Oh, he was so happy. He went out to meet him. И он был очень счастлив встретить его. And he said, okay, let's make a big feast. I'm so happy to see my son back. Он сказал, что я хочу устроить большой пир по случаю возвращения моего сына. And then the other son became unhappy. А другой сын его стал несчастным. He said, look, he's lost all your money and now you're receiving him back again. И он говорит, он потратил все твои деньги, потерял их, и теперь он вернулся. И ты But the понимаешь, father explained that if somebody offends, but then he comes back, отец объяснил ему, что если кто-то оскорбительный, но потом он возвращается, he'll be accepted, received. он будет принят обратно. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур says, somebody may say, I've never committed any offenses. Объясняет, что кто-то может сказать, что я никогда не совершал никаких оскорблений. But tadasmasarang hridayam vatedam yadriyamanaya harinama geya na vikriyetata yada vikaro netri jalam gatta ruheshu harsha. If somebody is chanting the holy name, no change in the heart. Если кто-то повторяет Святое Имя, его сердце не меняется. No tears in the eyes. Нету слез на глазах. Hair's not standing on end. Волосы не стоят дыбом на руках. Anyone find that condition sometimes? Does anyone find themselves in that condition sometimes? Кто-нибудь из вас находил себя в таком положении? Means offenses. Это значит, что есть оскорбление. Hearts made of steel. Сердце заковано в сталь, созданное из железа. So, any questions? Вопросы по этой теме? Прерыв, может быть. Можно вопросы пару задать? Ну, я сколько общаюсь с преданными, я не видел еще ни одного преданного, который мог бы определить, что он находится на этом стадии, на какой сейчас он стадии находится там, относительно вот этой шкалы, которую приводит Вишванатха Чакраварти Тхакур. То есть такое впечатление, ну, от Шрадхи, да, вот, до Нишхи и дальше, ну, хотя бы до Нишхи, если взять, то, ну, когда преданными разговариваешь, просто так спрашиваешь их, понимают преданные или нет. Такое впечатление, что проходит одновременно много
параллельно различные вот эти уровни. И Шрадха одновременно, и Баджанакрия, Нарханеврити, все вместе вроде бы идет. И нет ни у кого четкой убежденности, что он находится вот там или там. Even Thakur Bhaktivinoda, he wasn't sure if he was Kanishta Adhikari or not. It's not like going up in a lift. Это не так, что человек поднимается, подобно как на лифте. You go up on a lift, you're on the second floor, you're on the third floor, you're on the fourth floor. Поднявшись на второй этаж, вы минуете третий, потом четвертый You этаж. can't be on the third floor and the fourth floor, it's not possible. Невозможно быть на третьем этаже, не доехав на четвертом этаже, не доехав до третьего. But advancing in bhakti is not so cut and dried. Но прогресс в бхакти, он не такой, чтобы там разделен на кусочки и сухой. Sometimes one experiences that you're completely free from distractions, you can chant, become absorbed. Иногда мы чувствуем такой опыт, что мы полностью свободны от всяких беспокойств и можем полностью быть погружены в повторение. And sometimes we find that, at least I find, that I'm covered. И иногда мы находим себя, что мы полностью покрыты. Как минимум, я себя так могу определить. So sometimes here, sometimes there, but still going up. Иногда здесь, но тем не менее продолжаем прогрессировать. Like at the seaside. Например, как побережье, вот, берег воды. Here in Ukraine you don't have. Maybe. Здесь, наверное, на Украине это не так проявлено. But in, for example, UK, so you have the tide. В Англии у нас там есть течение, приливы вот эти. So high tide, the water is very high, and low tide is much lower. Когда вода прибывает, вот очень высоко поднимается уровень воды, а когда отходит, он очень далеко тоже. Like I told that story about the Sankirtan devotees, they went to take a bath at low tide. Как я рассказывал в Саках, например, преданные Санкиртаны, когда они забрались на отливе. And then the tide came in. А потом начал прилив. So tide comes in waves. Итак, отлив-прилив, он зависит от волн еще. So the wave comes up and it goes back. Эти волны то приходят, то уходят. It comes up and it goes back. Они возвращаются и опять приходят. So but in general, each wave is coming up a little bit further and going back not so far. Но в обычных случаях, что волна поднимается немножко выше, но не так далеко. When the tide is coming in. Когда начинается прилив. So it means that as we're advancing, we may come up and we can go down, come up and go down. But still, generally speaking, we're advancing. Но наш прогресс, иногда мы немножко поднимаемся, иногда опускаемся, но потихонечку двигаемся вперед. For which reason Vishwanath Chakravati Thakur give us this very pointedly explanation for these levels, if we don't really understand how it can help us. Вопрос в том, что зачем Вишванатх Чакраварти Тхакур так подробно тогда расписывать эти уровни, если мы сами не можем понять, где мы находимся и как это нам может помочь на практике. It seems to me if we study the levels as he's describing, Если выглядит так, если мы изучаем вот эти уровни, как здесь описано, there's a difference between Nishta and Anartha-nivritti. есть большая разница между нишхой и анарханеврити. Like now, Shri Vishwanath Chakravарти Thakur, he will describe the different stages of Anartha-nivritti различные уровни анарханеврити with symptoms. С их симптомами, то есть характеристиками. So in Srimad Bhagavatam, Шримад Бхагаватам, second chapter, во второй Shrimvatan Sakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyanta Stohi Bidrani Vidunoti Savritsatan. Krishna is very affectionate to his devotees. Кришна очень привязан к своим преданным. And when they hear about him, И когда они слушают о нем, so he personally comes and removes the rubbish from the heart. сам Кришна лично приходит, чтобы убрать мусор из сердец своих преданных. Like Gurudev gave the example. Как Гурудев приводил пример. If someone comes to visit you and it's very, very untidy, Если кто-то пришел к вам, чтобы посетить вас, so he'll look around, don't really see a place to sit. И у вас не убрано, и он начинает смотреть вокруг, искать какое-то место, чтобы сесть. But a friend comes
Но если придет друг, and he sees there's a pile of things on the chair, и он видит просто куча мусора, лежащая на he стуле, just pick the stuff off the chair, put it on the ground, then you sit down он on the chair. скинет все со стула, сядет просто на стул. Like I was in Moscow one time with Yashoda Kumar, Когда мы в Москве были с Йошода Кумаром, and one other Russian Gaudiya Math devotee came, senior. пришел еще один гаудиматовский старший преданный. So there was another room, they went into another room, and I was in this room, like, with devotees. Я был в комнате с преданными, и они вышли в другую комнату. So after some time, Yashoda Kumar came out of the other room. И через какое-то время Йошода пришел из другой комнаты. She said, look, you better come in and invite him to sit down. Он говорит, что позвал меня, но негде было сесть. This senior devotee, because I hadn't invited him to have a seat, Так как я не пригласил его, не предложил ему сидения, he was still standing in the other room. он продолжает стоять в соседней комнате. He needed an invitation just to sit down. Ему нужно просто приглашение, чтобы он пришел и сел. But Krishna's so kind. Но Кришна так добр. He doesn't stand on ceremony. Ему не нужны вот эти церемонии. He clears all the rubbish out of the heart and he sits down. Он выбрасывает весь мусор с нашего сердца и присаживается. Then nashta prayesha bhadraesha nityam bhagavat sevaya bhagavat yuttama shloke bhakti bhavati noishtaki. So when nashta prayesha, when most of the rubbish has been removed from the heart. Когда большая часть мусора убирается из нашего сердца. My Guru Maharaj said maybe 60-70%. Когда мой Махарадж говорил 60-70%. Nityam bhagavata sevaya. Then Тогда solid service. очень стабильное, твердое служение. Service to devotees. Служение преданным. And also Bhagavati Uttama Shloka, and also to the Supreme Lord. И Верховному Господу. Bhakti Bhavati Naishtaki. So this is Nishta. Это называется ништхой. So most of the rubbish has been taken out. Когда большая часть мусора убрана. So before Nishta it's called Anishtita Bhajan. До ништхи это называется аништхита баджан. And Nishta means it's Nishtita Bhajan. А ништха это уже значит ништхита бхакти или ништхита баджан. Nishta means to have the quality of steadiness. И ништха это значит, что есть уже качество обученности, стабильность. Стабильность. Okay, I have to go back to chapter 2, I think. Я сейчас вернусь ко второй главе. So now, Shrila Vishwanath Chakravati Thakur, he's describing the different stages of Anishtita Bhajan. Здесь Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает различные уровни аништхита баджана. So he says there's 6 types of Anishtita Bhajan. Он перечисляет 6 видов аништхита баджана. First of all, false confidence. Первое — ложная конфиденциальность. No, confidence, awareness. Ложная уверенность. Ложная уверенность. Then secondly, unsteady endeavor. Нестабильные усилия. Then thirdly, indecision. Третье — Нерешительность. нерешительность. Then struggling with the senses. Страдание чувств. Борьба с чувствами. Борьба с чувствами. Inability to maintain vows. Неспособность поддерживать обеты. And then enjoying the facilities offered by bhakti. А потом наслаждение возможностями, данными в бхакти. So our Gurudev actually, he emphasized this a lot. He often gave Harikatha on this subject. И наш Гурудев, он любил часто говорить харикатху по этим темам. So first one is called Utsahamai. Первое называется Утсахамайи. Like for example, somebody starts studying and he thinks, oh, I've already studied everything, I know everything. Как, например, кто-то начинает обучаться и думает, я уже все изучил. When I was in